Расскажи мне, что сейчас происходит конкретно с пекарней. Расскажи поподробнее про свой бизнес вообще. Я так понимаю, что это целая сеть пекарен по стране или она по городу. Расскажи, не знаю Не об совсем, этом. да, рассказываю, да. Значит, мы только начали, мы молодые в городе Ярославле, поэтому конкретно в Ярославле только одна пекарня. Вот, и конкретно про город Ярославль пока только речь пойдет. Давай. Вот, да, значит, если говорить про бизнес, то на сегодняшний день бизнес, конкретно пекарня наша закрыта. Ну, в смысле, на карантин и так далее. Ну и вообще, как бы, мы в раздумьях, продолжать ли работать дальше, потому что конкретно в этот коронавирус, учитывая, что даже если мы откроемся, то это не значит, что сразу придет народ. Мгм. Но скажи, правильно ли я понимаю, у вас же не было никаких запретных документов, которые бы ограничивали вашу работу. Это ваше самостоятельное решение, вы Нет, решили нет, нет, закрыться. государственное, да, это все государственное, да-да-да. Более того, что при работе, значит, при работе пекарень многим, значит, на сегодняшний день выставляется штраф 150 тысяч рублей. Вот, поэтому тут еще и подумать, как бы, надо. Можно работать, по сути, это в закрытом варианте, то бишь на вынос, вот, да, продукцию, это можно. Ради бога. Но дело в том, Мгм. что оно не оправдывает вообще никакие средства. То есть затрат гораздо больше, чем прибыли, поэтому и нет смысла вообще работать на вынос. Люди потому как все выживают, рестораны и пекарни и все остальные, кто-то работает все-таки, да, какие-то пекарни на свой страх и риск, и это заставляет некое обязательство, например, плата там аренда, чтобы не потерять это место, вот, как-то пытаешься как-то это дело вырулить. Ну, путем многие, к сожалению, теряют персонал, потому что не способны платить. Вот. Ну, мы немножко выбрали другой путь, вот, и закрылись. Иначе мы на сегодняшний день терпели бы колоссальный крах. Ну, то есть тебе пришлось уволить своих сотрудников, я правильно понимаю? Не то что уволить, мы закрылись вообще, пока все это не разрулится, пока стабильность не появится у государства, скажем, конкретно даже в нашем городе, потому что мы немножко у нас другая политика здесь в городе, да, вот, у нас немножко легче все это переносится, хотя мы еще пика этого коронавируса-то и не дошли, еще на самом деле мы рано все радуемся там снятию каким-то ограничениям, вот, да, скажем, но посмотрим. В общем, бизнес однозначно терпит крах, и на сегодняшний день лично про пекарню я могу сказать, что дела идут у всех пекарен, не только у нас, очень грустно и очень печально, и поэтому хвастаться нечем. Это все переговоры со всеми, начиная там от арендодателей, персоналом, там приходится вести переговоры о снижении зарплат, либо мы работаем, но, к сожалению, вот так. И оно понятно почему, потому что прибыли, притока финансов, его нет, потому что людей нет. Собственно, ну и как бы идем дальше, что, значит, если даже вот продолжать работать, то конечно, пекарни меня поймут, что затратная часть Мгм. вот, не окупает во всех смыслах ничего. То есть можно оставлять, если уж так говорить, прямо на сегодняшний день, это одного пекаря, вернее, два пекаря, да, и там продавца. Скажи, ты уже обратился за помощью к государству, или тебя не причислили к пострадавшим отраслям, ведь без этого сейчас, типа, ты и получить-то ничего не можешь от государства нашего прекрасного. Нет, это неправильный подход. Обращаться конкретно в этом случае. Зачем обращаться? Чтобы себя загнать в долги? Вот, какой смысл? Здесь нужно, ну, каждый находит свой баланс. Вот, каждый свой путь выбирает конкретно, как ему предпринять, выйти из данной Ну, ситуации. конечно, конечно. Вот, и здесь лично мы выбрали путь не обращаться. Вот. То Мгм. бишь мы смогли разрулить таким образом этот вопрос, что все как бы остались при своих и довольны. И слава богу, потому что это было вовремя сделано, вовремя среагировано. Вот. То бишь, если Да. мы, да, поэтому дальше будет ну, это такой год сложный будет для всех. Если уж как-то мы оклемаемся конкретно, вот, понимаете, одно дело, если бы это был кризис,
то надо отметить, что в кризис хлеб как никогда нужен человеку. Вот. Но дело в том, что это коронавирус, вот, который породил этот кризис. И здесь несовместимы эти два пункта, потому что перевешивает больше коронавирус, который запрещает народу как бы продолжать. То есть трафик нарушен и все остальное тоже нарушено. Соответственно, притока нет. Коронавирус больше это глушит, то есть он перевешивает. Соответственно, мы не можем здесь работать правильно. Хотя, с другой стороны, для пекарен, вот, и вообще для предпринимателей, с точки зрения, если говорить про кризис, то это самое время, возможность раскрыться. Прекрасно справился. Вообще мы такие гибкие, адаптировались к новым условиям. Как только наш вождь объявил о том, что впереди самоизоляция, вот, мы решили это использовать для себя. Мы объединили 4 студии из разных городов нашей страны и онлайн проводим занятия, мастер-классы, даем детям задания, они их выполняют. Смотри, какой бонус. И у нас надо подготовить там одно занятие в неделю, а все 3 готовят другие студии. Вот. И у детей, потому что дети, ребята тоже сейчас сидят дома, и про свою историю, как мне кажется, я хочу сказать, что наша история возможна в дистанционном формате, в отличие от школы, потому что в школах это все очень тяжело идет, и, к сожалению, наверное, учителя не готовы, не адаптированы к дистанционному образованию, многие просто скидывают это на детей, а дети уже занимайтесь как хотите. Ну, во всяком случае, за всех говорить не буду. Вот те ребята, которые занимаются у меня, рассказывали о такой особенности современного образования. А у нас дети, они приходят сами по собственному желанию, и это наша задача их заинтересовать, наша задача их увлечь для того, чтобы они создавали свой медиаконтент. Ну, в общем, объединились мы 4 студии, и 5-й день мы сделали бонус, приглашаем какого-нибудь известного человека в сфере медиа, кино, телевидения, либо приглашали недавно одного из работников канала «Миллионника», который передавал опыт детям. И, конечно, для детей это вау, вот такие глаза, большой экспириенс, и я получаю сейчас только положительные отзывы от наших родителей. Ну вот главный как бы вопрос в этой связи, насколько легко онлайн вообще передает все тонкости учебного процесса, насколько можно дистанционно научиться всем необходимым навыкам, ведь все-таки без практической работы, без работы с компьютером и нависающим над тобой наставником это довольно сложно, нет? Или все легко и реально наоборот? Слушай, все легко и реально, наоборот, на мой взгляд. Ну ладно, я так съязвил, слукавил немножко. Не все легко и реально. Ну, на 95% реально. Вот. Конечно, не хватает форматов, когда дети могут выйти, поснимать, скооперироваться. Все равно медиатворчество – это больше командная работа, где у тебя есть журналист, оператор, человек, который редактирует сценарий. Ну, в общем, большая-большая команда. Вот. И это, конечно, мешает в определенных моментах. Вот. Но из плюсов я могу выделить то, что мы сейчас делаем занятия больше связанных с компьютером, с операторским мастерством, с дизайном, с изучением всяких разных программ. И вот специалист медиастрима из Питера как раз дает нашим ярославским ребятам свои мастер-классы каждое воскресенье, и они просто в диком восторге. То есть мы не можем получить такого качества, такого уровня специалистов в Ярославле, и поэтому это компенсирует наши хотелки. И я вообще считаю, что мы сохраним
в будущем эту форму. То есть мы будем работать на следующий год, когда вот это все закончится, уже в двух форматах. Будем работать частично онлайн и частично офлайн. Постоянно слежу за тем, что происходит и у меня на малой родине, и как бизнес переживает предприниматели в той же Москве. Вот бывшая северодвинская предпринимательница Анастасия Татулова, это вот именно та, которая на встрече бизнеса с президентом совсем недавно говорила со слезами на глазах, пытаясь сдерживать эмоции, правдивую информацию о том, что происходит. Вот я смотрю, как у Анастасии, у Насти, как вот проходит этот кризис. Она владелица крупных кафе «Андерсон» в городе Москве. И не только в Москве, мне кажется, по всей сети, да? В Ярославле тоже есть такое. Да, это уже франшиза. Вот, то есть это бизнес в бывшей Северодвинке. Вот, и для нее, я, честно говоря, думаю, что она из этого кризиса вынесет дополнительный импульс, потому что, как говорил один мой очень хороший знакомый, я навсегда запомнил этот его постулат: в кризис лучше всего развиваться. Не надо бояться, в кризис лучше всего развиваться, потому что слабые предприниматели, которые в кризис затаились, выжидают, они отстают, а у тебя появляется возможность сделать шаг вперед. И вот Настя, с моей точки зрения, сделала очень грамотный шаг вперед. Она загрузила свои предприятия общественного питания выполнением заказов и добилась того, что на сегодняшний день она кормит больницы, то есть имеет постоянные заказы, государственные заказы, что на сегодняшний день очень выгодно. А также она встала с очень красивой упаковкой и с грамотными своими готовыми полуфабрикатами в такую торговую сеть, как «Перекресток». Что такое «Перекресток», мне объяснять не нужно. Я думаю, что Настя пересмотрит вообще принципиально свои подходы к бизнесу после этого кризиса. Она большой молодец. Вот. То, что касается регионального бизнеса, здесь, конечно, все достаточно тяжело. Дело в том, что региональный бизнес, он обременен, я говорю сейчас, допустим, про Северодвинск, он обременен таким фактором, как полное отсутствие маятниковой миграции. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас достаточно сложная ситуация с привлечением трудовых ресурсов. И для бизнеса регионального данный кризис и отсутствие возможности выплаты заработной платы, которая обещает государство, но это деньги, которых у тебя нет, ты рискуешь тем, что ты полностью потеряешь коллектив. И если даже завтра бизнесу скажут: открывайся, работай, не факт, что ты соберешь тот коллектив, который на сегодняшний день у тебя на простое находится дома, потому что все люди пошли искать возможность заработать на хлеб насущный, и они могут даже сменить сферу деятельности. Когда приняли решение переезжать с севера в Москву и перепрофилировать, вообще заняться фактически новым бизнесом, вы исходили именно из того, что происходит вокруг ШИСа, вокруг мусорной реформы, вопросы мусоропереработки, о которых резко все заговорили сейчас. Вас это подтолкнуло в каком-то смысле, и в каком направлении вы готовы двигаться дальше? Вы здесь абсолютно правильно, Андрей. Дело в том, что я очень глубоко погрузился в эту проблему. Мало того, по приезду в Москву я даже прошел обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации в направлении управления отходами. Вот. Я считаю, что мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, что в кризис нужно развиваться. И тот, кто начнет развиваться в кризис, тот сможет достичь определенных успехов. Отрасль переработки отходов в нашей стране не развита от слова совсем. Те небольшие ростки, которые на сегодняшний день есть, взойдут еще не скоро. И я для себя, после того, когда я погрузился в эту проблему, я для себя понял, что на самом деле переработка отходов на сегодняшний день – это перспективный вид бизнеса, раз. Это деньги, которые валяются под ногами, два. Это возможность реализоваться достаточно быстро, три. И поэтому я для себя принял определенное решение, что у меня есть большое желание развиваться именно в этом направлении. И я буду предпринимать все усилия для того, чтобы состояться именно в этом направлении.
наверное, начинается самый больной этап, самый тяжелый этап. То есть мы начнем мучительно, постепенно открываться. И это будет, конечно, гораздо больнее, чем закрыться. Закрыться было, ну, скажем, почти проще. Пришел там губернатор, издал бумагу, и все пошли закрываться. Хотя тоже мы в свое время поборолись с этим делом, потому что не все губернаторы хотели издавать правильную бумагу, где-то писали «рекомендуем», там «просим», Все так и получали поначалу, да-да-да. Да. И мы, как ассоциация, очень много потратили усилий, за что потом получили от администрации президента по голове, за то, чтобы их вынудили написать всем губернаторам правильное письмо. Распоряжение о прямом закрытии кинотеатров, которое, по сути, как раз и позволило нам войти в список этих самых пострадавших отраслей. Да, потом мы еще поборолись за то, чтобы в этот список попасть. В принципе, тоже там очень быстро сработали. Но, в общем, мы быстренько закрылись. Потом, естественно, у нас были периоды всякого гнева, негодования. Потом мы приняли эту ситуацию. И вот сейчас начинается самый сложный этап. Самый сложный, потому что, ну, на мой взгляд, он растянется на 2-3 месяца, не меньше. То есть вот этот процесс открытия кинотеатров, регион за регионом, кинотеатр за кинотеатром, будет очень долгим и мучительным. Ну, не выживут кто? Да? Не выживут те, которые столкнулись с невменяемыми арендодателями, то есть которые отказались, к сожалению, такие есть, и не только в Москве, в регионах есть такие арендодатели, в основном это торговые центры, владельцы торговых центров, которые отказались просто идти на какие-то уступки, на какие-то скидки аренды, и вот сейчас кинотеатр закрыт, а он все равно платит аренду. И, конечно, вот эти кинотеатры в первую очередь пострадают, потому что это чудовищная нагрузка, когда у тебя нет вообще никакой деятельности, и это будут большие потери. Но, скорее всего, вот это самая... И вторая группа риска, как это ни парадоксально, это кинотеатры, которые сейчас первыми начнут открываться. Вот они начинают автоматом попадать в группу риска. Потому что, ну смотри, кинотеатр открывается, да, вот сейчас там в Ленинградской области у нас ребята там открылись, Смоленская область сейчас открывается, уже открылся первый кинотеатр. У нас вот ребята с автокинотеатрами развлекаются, там есть... В Новосибирске, в Московской области один, вот как раз Павел в Калининграде. А показывать нечего особо. Новых релизов нету. Естественно, начинаются какие-то танцы вокруг старых релизов. Но это же скорее такое клубное движение, чем бизнес. При этом представь, как бы мы зовем людей сегодня в кинотеатр, говорим, только маску не забудьте, перчатки оденьте. Попкорн вам есть нельзя, потому что маска мешает вам есть попкорн. И смотрите фильм, который вы уже видели полгода назад, еще за это деньги заплатите, и все будет хорошо. Понятно, что когда нам 1,5 месяца рассказывали, что нельзя выходить на улицу, что все очень плохо, все опасно, как у людей за один день должно теперь можно идти в кинотеатры. То есть это получится ситуация, что мы все будем друг друга ждать. Кинотеатры будут ждать фильмов, фильмы будут ждать рынка, рынок будет ждать зрителей, зрители будут ждать информацию с телевизора. А что сейчас еще получится? Значит, те кинотеатры и те торговые центры, которым разрешат открыться, естественно, владелец торгового центра, даже если он сказал кинотеатру, все, с тебя 0 рублей, 0 копеек, пока ты сидишь на карантине, но теперь тебе можно работать, поэтому давай плати. Ну, это логичный аргумент. Тебе же разрешили работать, все, давай плати. Это один момент. Второй момент. Владельцу торгового центра очень важно, чтобы кинотеатр заработал. Чтобы лампочки горели, чтобы люди улыбались, потому что, ну, иначе ты приходишь в торговый центр, а там все перетянуто оградительными всякими веревочками, естественно, никакого настроения. И торговый центр будет вынуждать кинотеатр работать. Всякими добрыми и недобрыми способами. И вот почему я и говорю, что вот эта вот группа товарищей, которые будет сейчас открываться первыми, которые будут на разогреве рынка, они, наверное, с точки зрения бизнеса в самой сложной ситуации. Ну, здесь мы опять же можем гадать, примерно как прогноз погоды от компании Phobos. Да? Понятно, что если ничего дальше хуже происходить не будет, ну, вот карантин там в июне как-то вот начнет рассасываться у нас и там в Европе, в США,
Значит, можем говорить, что, наверное, к Новому году все-таки мы как-то выйдем на какую-то стадию. Проблема же еще в чем? Да? Мы же сейчас еще ждем письмо счастья от Роспотребнадзора с инструкцией, какие будут у нас рекомендации по работающим кинотеатрам. То есть, во-первых, нам сказали, да, мы открываемся на этой третьей стадии, когда сняты все ограничения по количеству, да, но все ограничения по маскам, там где-то по перчаткам, по социальной дистанции, все остаются. То есть еще вопрос, сколько вот этот третий период, он продлится, когда придут и скажут, все закончилось, идем и работать, и учиться, и идем в кино и так далее. Ну, представь, мы приходим в кинотеатр, к тебе в кинотеатр приходят люди, все в масках, значит, трогать ничего нельзя, значит, никуда лучше не касаться, здесь не ходить, здесь подождите, в зал не заходите, куда вы всей толпой пошли, подождите, стойте, видите, 1,5 метра не прошло, а еще температуру, где ваша справка о температуре и так далее. Люди, которые приходят в кинотеатр отдыхать, да, которые приходят с хорошим настроением, которые ведут своего ребенка, чтобы он отдыхал, что они будут чувствовать? Ровно месяц назад, вот честно, месяц потребовалось, 1,5 уже, 1,5 месяца потребовалось, чтобы полностью перестроить всю работу. На самом деле все началось очень просто надоело уже сидеть и ничего не делать, и захотелось что-то делать. И тем более аниматоры, которых у меня там человек 15, они просто жаждут работать, они не могут без этого. Поэтому пришлось это делать. И, как оказалось, это востребовано. То есть фактически ты решил дать им такую работу, перестроиться сам. Вот. Но вопрос, насколько спрос при этом оказался адекватен, насколько вообще сама по себе эта история имеет место, и как это монетизируется, настолько успешно, как раньше, или нет? Слушай-ка, на самом деле средний чек, например, по сравнению с праздниками под ключ, который в помещении, упал раза в 4. То есть если средний чек там был 10-12 тысяч рублей, сейчас 2-2,5 тысячи рублей за один праздник. Вот. Если там раньше выручка была, там, я не знаю, шестизначные цифры, то сейчас, дай бог, за месяц 100 тысяч выручки наберется. Конечно, выручка упала очень сильно, но мы не отчаиваемся, потому что, например, мы никогда не проводили ни в Дагестане, ни в Праге, ни в Хабаровске детские праздники, ни в Москве, а в этом апреле, в мае у нас это получилось. То есть люди стали реально писать из разных точек страны и мира, да. И вы стали адаптировать под них свои программы, потому что детский праздник в Дагестане это одно, а в Чехии все-таки другое? Не, на самом деле русскоязычное население пишет, и на нерусском языке мы праздники пока еще не проводили. У меня ощущение, что больше сголодались родители. Потому что там 7 мая мы буквально запустили отдел продаж, то есть до этого месяца апрель мы тестировали разные варианты, платные, бесплатные, пробовали, учились и так далее. То есть мы практически ничего не продавали. И вот 7 мая мы запустили, и прямо там просто вал, там конверсия 50%, 20 звонков сделал и 10 праздников ты продал. Родители просто изголодались. Они уже выдумали все, что можно было выдумать для своих детей, и теперь хотят что-то нового. Это, конечно, очень сложно. Конечно. Вот. На второй вопрос, если отвечать, мне кажется, конечно, не передают они той атмосферы, той энергетики. Вот. Например, в «Мафию» мы играем с ребятами со всей страны. У нас и из Омска есть участники, из Москвы, и из Самары, и по-моему, даже с Украины кто-то есть. То есть мы их набираем, они собираются, и ребята, мальчишки, девчонки, они играют в «Мафию» онлайн. Мы играли в «Активити» достаточно хорошо. Мы придумали детективную игру, когда дети раскрывали преступления. Был у нас такой проект «Вкусное чтение». Это мы собирались у нас в помещении уже офлайн несколько лет назад и читали детям книги, там, с применением музыки, театрализации, разных игр и так далее. Вот мы его перенесли в онлайн, тестируем, пробуем, что-то получается, что-то нет. Вот как-то так развиваемся. Да. Вообще, по праздникам существует
вот по онлайн-праздникам два основных направления. Первое – это обычный видеозвонок. Ну, это то, что мы делаем. Ну, это просто персонаж звонит там куда-то. Это самая простая история, и она недорогая, но, блин, вот прямо вот с утра, когда тебе позвонил любимый персонаж, там, не знаю, Свинка Пеппа, там еще кто-то, ребенок, конечно, в диком восторге. Потому что Дед Мороз же звонят, и это приятно, это интересно. Да. Вот. И вторая история, это когда несколько детей собирается в Zoom на какой-то платформе, и там для них это все дело происходит. Либо квест, либо какие-то логические игры, танцы, игры, ну, совершенно разные истории, их много, их много. Не только мы этим занимаемся, очень много ребят сейчас занимается, потому что у некоторых этот единственный доход у аниматоров, да, и им просто нужно кормить свои семьи и как-то зарабатывать. И они пошли в онлайн, они не хотели, им это не очень нравилось, но делать нечего, они просто туда пошли. Вот. И у кого-то это очень хорошо получается.